Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. Сегодня я буду делать коррекцию вот этим ногтям, а также буду рисовать любимую флористику очень легким способом. Так что обязательно досмотрите видео до конца. Конечно, не забывайте ставить лайки, это очень важно для меня. Подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Обещаю, впереди будет много интересного. Ну а теперь возвращаюсь к нашему маникюру. Как всегда, коррекцию начинаю со снятия старого материала. Для этого использую большую твердосплавную фрезу с черным маркером. Ссылку, где можно такую купить, оставлю в описании. Материал снимаю почти весь. Внимательно проверяю, чтобы нигде не было воздушных карманов. Если где-то пропущу отслойку и не зачищу ее, то в скором времени она даст про себя знать. Новый материал быстро отслоится. Этой же насадкой убираю длину. Пилкой 180 грит придаю форму свободному краю, сглаживаю неровности на поверхности ногтя. Также снимаю глянец натурального ногтя. Этим же я и приподнимаю чешуйки для лучшей сцепки материала с натуральным ногтем. Хорошо прохожусь пилкой в зоне кутикулы и боковых валиков, чтобы избежать в дальнейшем от отслоек. Раскрываю проксимальную складку для дальнейшей работы с аппаратом. Пулевидной фрезой с острым носиком сначала на форварде, потом, переключив на реверс, обрабатывая зону кутикулы и боковых валиков. На форварде моя фреза движется за часовой стрелкой, а все мои движения против часовой стрелки. Таким образом происходит сопротивление, и фреза все вычищает, а не заглаживает. Когда на ногтевой пластине не осталось загрязнений, могу приступать к нанесению дегидратора. Когда он испарился, наношу бескислотный праймер от Атика. Он отлично справляется со своей функцией. Втирающими движениями наношу базовое покрытие, использую каучуковую базу для гель-лака от Коди. Набираю шарик акрилатика на шпатель и переношу его на ноготь. Сегодня использую полимикс от Атика оттенок бейдж. Кистью, смоченной в спирте, равномерно распределяю материал по ногтевой пластине. Стараюсь аккуратно разгладить материал в зоне кутикулы и боковых валиков, чтобы не было резких ступенек. Это потом упростит процесс опила. Работаю конвейерным методом по одному пальцу. После полной просушки в лампе вытираю остаточную липкость. Опил начинаю из тонкой твердосплавной фрезы. Выпиливаю натуральный ноготь, чтобы в процессе носки он не отслаивался и туда не забивалась грязь. Далее беру пилку 180 грит и делаю основной опил. Сначала подпиливаю торец, придаю ногтю нужную мне форму. Потом приступаю к опилу поверхности ногтя. Тщательно опиливаю зону кутикулы и боковых валиков. Свожу переход от искусственного материала к натуральному ногтю на нет. Когда ноготь приобрел уже приличный вид, могу приступать к маникюру. Ножницами срезаю кутикулу одной ниточкой. Серым шлифовщиком шлифую боковые валики и срез после ножниц. Фреза вращается за часовой стрелкой на скорости примерно 15 тысяч оборотов. Теперь можно приступать к дизайну. За основной цвет клиентка выбрала розовый от Атика номер 20. А безымянный и средний будут покрыты оттенком посветлее.
Когда все 10 пальцев аккуратно покрыты цветником, можно приступать к рисунку. Сегодня будет все очень просто. Буду рисовать в акварельной технике. На светло-розовом рисую контуры цветка. Вытираю кисть от гель-лака. Хорошо вымываю ее в топе, слегка вытираю ее об салфетку, чтобы на кисти осталось чуть-чуть топа. Теперь, положив кисть почти параллельно к ногтевой пластине, начинаю растушевывать прежде нарисованные контуры. Когда закончила с растушевкой, отправляю руку в лампу на просушку. К сожалению, по каким-то причинам я не включила камеру, когда рисовала листья. Но схема такая же. Сначала контуры, потом растушевка. И на завершение добавляю тонкую прорисовку. Когда последняя линия просохла, перекрываю ноготь топом без липкости от Nail Apex с двух сторон. Вот такой дизайн у меня сегодня получился. С одной стороны яркий, но милые цветы добавляют ему нежности. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, и, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока, до встречи в новом выпуске!